Привет, девчонки! Меня зовут Инна. В гостях сегодня у меня ручки Нины. Делали мы с вами это покрытие вместе. Напоминаю, это ручки грызуна в прошлом. Когда стала ходить ко мне на маникюр, Нина, грызть ногти она перестала. Но вот на больших ногтях случилась какая-то проблема. Я говорю, ковыряла, пилила? Нет. Но я думаю, здесь проблема в том, что ногти перекручиваются, скручиваются, потому что точки роста на разном уровне. Думаю, поэтому. Сегодня мы их укрепим, боковые стенки на этих больших ногтях достроим. И на торцах рабочей руки торцы затерлись от того, что она бьет по клавиатуре на работе. Снимаю старое покрытие. Вначале мы не хотели убирать длину. Нина попросила убрать совсем чуть-чуть, потому что мешают на работе. С внутренней стороны прошлась по всем ногтям, убрала грязь, ступеньку, кое-где ногти отслаиваются от искусственного материала. Ну и здесь мы еще, почему убираю, чищу с внутренней стороны, потому что мы хотели убрать только самый кончик ногтей. Ну, дальше в процессе, когда я уже начну снимать, она будет мне говорить: давай, короче, убирай еще, убирай еще. В общем, ногти у нас сегодня получатся короткие. Здесь на кончиках у меня остатки цветной базы. Не убираю, потому что она держится нормально, там отслоек нет, поэтому не убираю. Думаю, все, вот будем потихоньку убирать длину, и уберутся у нас эти желтые кончики. В следующий раз она хочет сделать квадрат. Мне кажется, квадрат будет хорошо на этих ногтях. Я слышала, что как определить, какая форма подходит больше этим рукам. Посмотреть на кутикулу. И уже по форме кутикулы можно предположить, что такая-то форма будет подходить этим ногтям, рукам. Здесь кутикула такая квадратная больше, я бы сказала. Мне кажется, квадрат, мягкий квадрат будет хорошо. С четким, конечно же, она не сможет ходить. Ну и на работе сломает она их точно. Убираю углы. Сделаем короткие овальчики. Ну и на Новый год Нина у меня осталась без длинных ногтей. Но это ее просьба была, убрать длину. Я вообще ей предложила в следующий раз сделать перенаращивание, потому что ногти грызуна, снять полностью покрытие, посмотреть, во-первых, что там, и обновить. В следующий раз сделаем квадрат, нарастим квадратики.
Полностью опил и опил поверхности показывать не буду. Мне кажется, это никому не интересно, опил поверхности смотреть, когда машут пилкой перед камерой. Опилили, кутикулу приподняли, вычищаю птеригий, фреза КМИС, 25 диаметр, синяя насечка. Покажу на 2 ногтях. Фрезу периодически очищаю об афик. Обрабатываю правую половину. Работаю всегда с переключением реверса. Сначала на всех 10 ногтях левую половину. Потом переключаю вращение фрезы, обрабатываю правую половину на всех 10 ногтях. И без переключения приподнимаю кутикулу, выворачиваю и истончаю ее. Ногти широкие у Нины. При большой длине вот эта ширина ногтей не так заметна, не так бросается в глаза. А вот когда длину убрали, видно, что ногти широкие. Срез кутикулы делаю шаром с синей насечкой, диаметр не помню, по-моему 3,5. Если шар забивается в процессе, я его также очищаю о мягкую сторону бафа. Там, где нет никакого абразива, вот об ту сторону я очищаю. Ну и прохожусь полировщиком по всем ногтям, по срезу, по коже вокруг, по сухому. Делаю это на низких оборотах и не так быстро, конечно же, видео здесь ускорено. Ногти я обезжирила, нанесла праймер бескислотный, наношу базу каучуковую, буду достраивать стенки гелем желе и укреплять их. Ну, это 2 в 1. Достраивание и укрепление стенок. Можно было сделать это полигелем, но мне захотелось сделать это гелем желе, поэтому делаю гелем желе. На этой руке у нас уже нанесена база.
В несколько этапов прокладываю тонкую колбаску с обеих сторон, укрепляю обе стенки и подсушиваю. Гелем желе мне нравится работать, достроить можно на весу. Здесь делаю то же самое. Здесь вот, кстати, больше выкрашилась эта стенка. Странно, почему-то ногти как бы покрутила все, но вот почему-то стенки выкрашились вот именно на больших ногтях. Как и сказала, подсушиваю лампой периодически, чтобы зафиксировать. Мне кажется, здесь без рук все-таки без ковыряния не обошлось, но она просто не сознается. Я спросила, она говорит, нет, не ковыряла, нет, не пилила, не стригла. Ну ладно. Кручу ноготь, смотрю, где еще нужно доложить. Так, здесь тоже на кончике остатки камуфлирующей базы. Фонарик у меня перестал работать, накрылся медным тазом, не знаю, что с ним. Он не стал подсушивать. Удобно, конечно, фонариком подсушивать, но он почему-то работать перестал. Предполагаю, что в нем умерли батарейки, но может дело и не в батарейках. Но пока я не пробовала, просто отложила его в сторону. Мне не до него пока. Укреплять ногти буду белым гелем. Наношу сначала промазывающий слой. Набираю каплю побольше, делаю выравнивание. Под прошлым видео мне написали, что гель далеко наношу, как будто покрытие отросло уже на 2 недели. Девочки, я близко к кутикуле и боковым валикам гель не наношу. Если вы наносите прям под кутикулу, наносите, я не наношу. Ногти некоторые взлетают вверх. Безымянный. Вот видно, да, что кончик здесь поднимается вверх. Поэтому стараюсь с кончика стянуть материал в центр побольше, поменьше оставить на кончике. Переворачиваю. Проверяю, если меня все устраивает, отправляю в лампу. Сняла липкий слой со всех ногтей. Делаю опил. У кутикулы не пилила, а пилила только с боков и с торцов убрала еще материал. Ну и дизайн у нас сегодня будет по-быстрому. Это топ с поталью, глянцевый топ без липкого слоя с поталью. У меня их несколько, Нина выбрала с золотом. Захотелось ей золотишко на всех ногтях. Ну и белый гель. После фиолетовых ногтей захотелось ей белые ногти. Белые, короткие, все как хотела, так я и сделала. На Новый год с короткими ногтями оставила Нину. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.